Погода шикарная, просто шикарная. Ну а мы едем дальше. Сейчас решим вопрос со страховкой, может и не решим. Но мы едем, в общем, в сторону Кош-Агача. Это не доезжая до Шанты. Короче, это находится буквально на границе с Монголией, совсем недалеко оттуда. И мы едем вниз по Чуйскому тракту. Доехали до Семинского перевала, а здесь такая огромная стоянка, ну, как обычно, торгуют, лавки торговые, все продают, мед, сувениры, медовуху, одежду, очень много тут всего, очень много людей останавливаются здесь все в кафе, в туалет, и мы тоже так же сделали, ехали уже, Макс такой, блин, не пойму, что машина не идет, тут холодно, идет дождь, я вон тулупчик приодела. Главное, заезжаем, написано туалет 15 рублей, платный. Там, наверное, туалет с раковиной стоит, я даже не знаю. А там вон на другом конце, получается, торговых палат, торговых лавок стоит обычный деревенский туалет. Один для работников под ключом, второй обычный. Здесь высота 1700 с копейками. Ехать на подъем было тяжеловато. У меня 3-я, 4-я, 5-я передача, они эконом-режимы, там мощности не хватало. Ехал на 2-й, скорость, не знаю, 50-60 максимум. Ограничители стоят 70, 80. Тяжеловато было. Следующий перевал через 80 километров, там Чикитаман будет, там будет серпантин, еще круче. Что посмотрим, что там будет. Ну мы едем дальше? Едем дальше. Погнали! Ничего покупать не будем тут? Все у нас есть.
Чай есть, медовуха есть. Мед мы на обратном пути только заедем, купим. Теперь машина разгоняется. Теперь я не на газ нажимаю, а на тормоз. Проезжаем Ангудай. Населенный пункт просто огромный. А сейчас мы будем проезжать другой перевал, называется Чикитаман. Красивое такое название у него. И, как нам обещали, сейчас будет серпантин. Мы на вершине, наверное, так можно сказать, я не знаю. В общем, мы на перевале Чикитаман. Ехать было просто обалденно, дорога как будто к облакам вела. Мы едем, еще погода такая. Вообще. Сейчас погода, конечно, атас, ничего не видно, но тем не менее здесь на вершине очень интересно стоять. Думаю, в хорошую погоду здесь вид пошикарнее даже открывается, но ехать было офигенно. Спускаемся 10% спуск градуса. Очень-очень мне страшно. Особенно вот посмотрите туда. Ни хрена не видно. Кажется, как будто чуть что, и ты в пропасть, в бездну. Белый Не говори под руку так. Я вижу, да. Ты слышишь? Ну, конечно.
Мы остановились, не доезжая до села Малый Еламан. И тут охренительный вид, просто охренительный. Мы ехали, и я пыталась камеру вытаскиваю, идет дождь, я вытаскиваю ее в чехле. Твою мать. И вот у меня сейчас по всему телу просто мурашки. И я не знаю. Смотрите, я не знаю, передаст камера это или нет. Мы просто на обрыве сейчас стоим, и там Катунь. Катунь, Катунь, Катунь. Бушующая. Ой, там что-то упало. Там камень какой-то грохнул. Здесь классно. Здесь, я не знаю, это, наверное, в лидере мест на Алтае, который я видел. Вот это самое такое крутое, мне кажется. Одно из крутых мест. Здесь прям... Фотографируй. И это еще несмотря на то, что сейчас, не солнечная погода. Представляете, как Катунь светится, когда солнечная погода. Боже, мне страшно к краю подходить тут просто. Видите вот эти вот кучки все? Люди думают, что это камень желания нужно положить, камень загадать, все такое. На самом деле это алтайцы. У них есть обряды такие, как поздороваться с природой, с рекой, с горой. И для этого нужно развести огонь и накормить огонь. Но вот в таких вот уже более местах, где развести огонь тяжело, нету деревьев, имитируют огонь и ставят камни. И якобы вот это, получается, кормят и задабривают, здороваются с природой. Остановились в месте, которое называется Стрелка Чуя-Катунь. Чуйско-Катунская долина называется. Видели? То, что белое, это Чуя. То, что бирюзовое, это Катунь. Белая. А какая? Грязная. Белая. Грязная. Мутная. Мутноватая в этом. Мы проезжаем
скальный массив, называется Белый Бом. Тоже очень живописные пейзажи здесь, и река протекает с одной стороны, с другой. Как раз этот скальный массив, очень красиво. Ну, дорога, я молчу про дорогу, она прекрасна. Вообще, весь Чуйский тракт прекрасный. Мы приехали к памятнику, очень известному на Чуйском тракте. Это памятник Кольке Снегиреву из известной песни про Чуйский тракт. Здесь же на памятнике висят слова песни. Мне кажется, этот памятник, он, мне кажется, передает те времена, как это было тяжело в те года, во время войны, быть водителем на Чуйском тракте. Как тяжело было строить эту дорогу. 900 с лишним километров. От Новосибирска до, считай, Монголии. Этот Чуйский тракт. Ну, вы видели, как мы проезжали, сколько гор, сколько скал, рек. Я не знаю, здесь такую дорогу, а она идеальная дорога. Я не знаю, в тех годах была ли она такая идеальная, может. Но сейчас она просто сказка вообще. Я вот сегодня не выспался, но я проехал уже где-то, сколько проехал? 250 километров, и у меня ни в одном глазу. Потому что, я не знаю, это такая красота. Я обратно буду, наверное, с таким же удовольствием ехать и вспоминать ее, когда буду ехать с Павлодара до Караганды. Мы не могли не остановиться, тут уже вообще другой ландшафт. Еще попали на закат, тучи рассеиваются, и солнце вышло. Тут такое обалденное свечение. Макс пытается это запечатлеть. Главное, смотрите, вот там темно, там прям такое темное все. А вон там, вон у Макса лицо светится. Вот какое зарево. Скажи. Как забрать? Ну это шикарно просто. Я его когда в зеркале увидел, я думал, все, надо останавливаться. Полез Сайгак. Ай, холодно нереально. Ну так красиво. Закат прям на всю долину таким под острым углом светит. Это просто неописуемо. А с другой стороны что? Радуга!
Ребят, мы первый раз видим полную радугу. Я не знаю, как передает эта камера, не передает, но мы едем и охуеваем просто. И причем второе отражение, она настолько близко, эта радуга. Она прям как пони, как Rainbow Dash. Вон, видите? Я не знаю, видите, не видите, вон там хвостик от радуги. И вот она как идет. И вот она самая яркая и красивая. Вон стрелочка даже не показывает. А вон там отражение, видите еще? Ты в восторге? Да. Знаете, такое ощущение, как будто вот мы ехали сейчас, был дождь, там прям вот ливень стеной стоял. И мы сейчас едем, и просто вот такое вот как вознаграждение за то, что мы прошли. Я не знаю, вот как победа в какой-то игре. Мы проехали такую долгую дорогу. Ледники? Да! Ледники, мы ехали. Ну, вы не видите, вы завтра, наверное, увидите, если погода хорошая будет. Охренеть, нет, видно их, прям видно. Вон, видите, ледников сколько? Они просто сейчас сливаются с облаками. А мы ехали, их вообще видно не было. Ну, видно было, 2 вершины мы видели. Но оно все настолько было белым-бело, потому что шел дождь, и все было в тучах. А сейчас такой вид тут открывается. Это, конечно, вообще классно. But it wouldn't mend mine.